Друзья, всем привет! Сегодня все больше и больше умы архаманов начинает захватывать мысль о том, что оранжереи, продавцы и производители европейские орхидей все чаще и чаще начинают продавать свои орхидеи, завозить в Россию и продавать орхидеи вот в таких вот непрозрачных матовых горшках, по той причине, что орхидеи прекрасно наращивают корневую систему, находясь вот в таких вот непрозрачных вот горшочках, в которых они растут. Еще раз, друзья, всем привет! Сегодня в видео я постараюсь разобраться немножко в этом вопросе. Вопрос, конечно, знаете, интересный. Но основная тема нашего сегодняшнего видео — это очередной обзор орхидей, двойной обзор орхидей, которые у нас находятся в темных кашпо. Сегодня у нас чуть меньше полугода прошло. Сегодня у нас 27 февраля 2023 года, а буквально 10 сентября прошлого года, это чуть меньше 6 месяцев назад, мы пересадили вот эти, вдохновившись первой нашей экспериментальной орхидеей, вот этой, которую я сейчас вам, корни которой я вам сейчас показал, мы пересадили орхидеи и вот эти вот и поместили вот в такие вот непрозрачные кашпо. Это вот на ваших глазах сейчас два спаркса и две орхидеи радуги. Вот такие вот две красотки радуги. С разницей, наверное, где-то примерно неделю, дней 10 точно, мы по паре этих орхидей пересадили и поместили вот в такие вот непрозрачные кашпо. Более того, спустя после пересадки 40 дней, ну так сложилось, так совпало, такое число интересное, мы начали кормить, то есть получается 4,5 месяца назад начали эти орхидеи кормить калием. Да, друзья, почему именно калием? Потому что, почитав отчет зарубежных селекционеров и садовников, которые выращивают орхидеи, именно вот фаленопсисы, значит, эти профессионалы пришли к мнению, что на бурные, декоративные и именно на цветение, на рост цветоносов, на формирование бутонов и так далее и тому подобное. И вот такое вот цветение влияет в первую очередь не те микроэлементы, которые всегда во все времена были общеприняты и так считались, да, а именно калий, что на фаленопсисах влияет калий. Ну и мы с вами 4 месяца назад стали эти 4 орхидеи, помещенные именно в темные горшки, ради того, чтобы они, как по примеру вот этой первой нашей орхидеи, начали наращивать корневую систему, вот так вот, как эту первая у нас, мы поместили в темные горшки. Ну и чтобы уж заодно совместить приятное с полезным, посмотреть, как они будут цвести, мы их стали подкармливать калийным удобрением. У нас есть два плейлиста. Все первые видео, все подробно, что, как. У нас в одном плейлисте, так и называется, калий для орхидей. Заходите в раздел на главной странице плейлисты, и там открываете находите плейлист, и там с первого видео прям все подробно я рассказываю, что, как и в каких пропорциях и с какой периодичностью. Сегодня не об этом речь, а мы смотрим сегодня, какой итог у нас и сегодня имеется спустя вот именно полгода после пересадки с этими орхидеями. И второй плейлист называется, это уже про темный кашпо, что, зачем и почему. Каким образом? Это у нас так и называется орхидеи в непрозрачных горшках. Да, вот так у нас называется плейлист.
или в темных кашпо. Ну, в общем, вот как-то так называется, да. И вот в том плейлисте собраны тоже все видео по, значит, действиям нашим. Вот орхидеи вот в таких вот темных кашпо, что, зачем и почему. Вот сегодня мы с вами посмотрим очередной обзор, мне самому интересно, что да как. Если вот с первыми двумя радугами я уже подсмотрел, что там у нас с корешками, то вот с цветущими вот этими двумя орхидеями мы сейчас сразу вместе будем смотреть, что там у нас с корнями, потому что я еще не заглядывал. Ну и попутно я поделюсь своим мнением, почему, значит, орхидеи производители сейчас все чаще и чаще сажают вот в такие вот непрозрачные матовые горшочки. И я сразу расскажу вам об этом. Уже, наверное, несколько лет мне в обзорах в магазинах, которые я делаю, от разных оранжерей, нет, ну раз и попадутся орхидеи не то, что даже вот в матовых горшках, но и бывает даже в черных, либо в белых, прям совсем непрозрачных горшочках. И здесь, скорее всего, не причина именно в том, что, значит, орхидеи продают все чаще в непрозрачных горшках, потому что вот именно потому что орхидеи хорошо наращивают там корни или там еще что-то, как-то себя лучше чувствуют. На самом деле, наверное, на мой взгляд, отгадка более рациональная. Заключается в том, что производитель, ну, раньше, если в черный, то, наверное, так сложились звезды, либо партию так запустили, то сейчас в матовые именно вот все больше и чаще продают орхидеи, потому что все просто. С годами каналов на YouTube появляется все больше. Информации по выбору орхидей в интернете тоже появляется все больше. И покупатель становится все более и более образованней. И уже при покупке покупатель в первую очередь смотрит не на декоративность цветения и красоту цветения орхидеи. Ну, потому что раньше, наверное, производитель и в Европе, например, очень много архаманов относились к орхидеям. Так вот, и даже мне писали очень часто в комментариях, что да у нас как бы орхидея это просто горшочное такое одноразовое растение, которое вот посадили в горшке. Вы его купили, а вот оно цветет несколько месяцев, отцвело, все. Это на этом его задача закончена, его относят в утиль, то есть на мусорку. Да, вот такая вот история. А сейчас и никто ни на что не обращал внимания. А сейчас информации много. Мы и я вот в том числе уже не первый год, начиная с 2017 года, года делюсь тем, что при выборе орхидей нужно смотреть на корни. И вот представьте, стоит хорошая цветущая орхидея с гнилыми корнями, а ее никто не берет. Понимаете, какие убытки несут перекупы, сетевики здесь в России, которые закупают эти орхидеи, они у них не продаются, они начинают их меньше закупать, и садовники несут убытки от непроданных или мало закупленных орхидей. И поэтому, чтобы, это мое, опять же, сугубо личное мнение, чтобы немножко ввести в заблуждение покупателя, производители стали сажать вот в такие матовые горшки, в которых особо не рассмотришь, какие корни. И мы вот с вами точно так же буквально пару-тройку недель назад купили осенний ветер. Через матовое стекло, точнее не через матовый горшок, особо корней не было видно. Ну вроде они как бы зеленые, или вроде они там не зеленые. Но когда мы с вами достали эти орхидеи, распотрошили, то было ясно видно, что орхидеи мертвые. Если бы был бы прозрачный горшок, то это однозначно можно было бы увидеть, определить. Но через матовый горшок это сложно сделать по причине того, что матовость, она немножко растворяет изображение и четкости нету. И непонятно, что там с корнями. То есть вот такая, на мой взгляд, хитрая уловка производителей. Именно в этом и заключается частое появление орхидей именно в матовых горшках. Я думаю, что процесс этот будет все больше и больше захватывать производителей, не только европейских, но, возможно, еще и
азиатских производителей орхидей, чтобы люди не видели, что покупают. Покупали кота, цветущего кота в мешке. Ладно, друзья, это сугубо личное мое мнение. Как оно на самом деле, об этом, конечно, честно никто не скажет. Как оно есть на самом деле. Ну, а мы с вами будем смотреть орхидеи в темных кашпо, как у нас там обстоят дела. Итак, это, друзья, спарксы, которые в прошлом году у нас цвели двумя вот такими цветоносами. В итоге они у нас после пересадки, значит, раскуклили последние почки верхние, зацвели их. И вот этот спаркс, например, он растит вот цветонос. Растит такой цветонос, растит кучу корней, как вы видите. И что мы сейчас посмотрим, что у нас там внутри. Я еще не смотрел на сегодня. Сегодня мы вместе с вами смотрим. Значит, первичное состояние корневой системы можете посмотреть в первых видео, что было у этих орхидей полгода назад. Но там, конечно, вот этого всего не было. А это все наросло, друзья. Это все растет. Новенькое такое. Конечно, не как у первой орхидеи, но процесс идет. Но при этом-то еще орхидея цветет активно. Да, зацвела и нарастила при этом корни и растит цветонос. Дальше идем. Следующая. Вторая. Вот, более такая. Здесь у нас она один цветонос дораскуклила почку. И второй цветонос вырастила новый. Вот такой вот. На несколько цветов. Раз, два, три, четыре. Не так пышно, как хотелось бы. Но при этом она еще растит новые, свежие, смотрите, корни. С мизинец толщиной, чтобы вы понимали. Смотрите, мизинец, он почти у меня толщиной с этот корень. Так, что с корнями внутри? Смотрим. Здесь у нас все поскромнее. Чуть-чуть тут что-то где-то пробивается. Ну и вот здесь вот с этой стороны только начинают вот такие вот карандаши проявляться. С корнями здесь не так бурно, но при этом она, скажем так, лучше цветет, как-то более декоративно, как-то кучерявей, да? Не сказать, что огромное облако, но все равно эффект создается вот за счет вот этих двух цветоносиков, более-менее такой, ну, скажем, декоративный такой. Это спарксы, друзья. Орхидеи из а-ля легато, орхидеи спарксы. Так, ну что, дальше. Два красавчика. Две радуги, друзья, две радуги вот таких вот. Они у нас еще не цветут, потому что в прошлом году они были, ну вот реально, по всей вероятности, перекормлены так, что они цвели очень роскошно. При этом корневая отсутствовала, ну ровно как и розетки тоже были, ну, скажем так, знаете, в грустном состоянии. Тут у них по новому листу уже выросло. Это уже выросли вот эти новые листья после пересадки. Вот этот вот и вот этот вот. Орхидеи в росте. Сейчас посмотрим, какое у них состояние корневой. Опа, это у нас первое. Ну, вот так вот. Не скажу, что она у нас этими пластами, но корни растут. И причем, я бы так сказал, неплохо. И сверху, и снизу, и при этом еще листья наращиваются. То есть, ну, орхидеи в росте. За 5 месяцев, причем мы это делали осенью, в зиму непосредственно. И при этом орхидея в зиму, потому что, знаете, тоже очень часто бытует миф про фаленопсисы, что фаленопсисы только весной надо сажать, когда солнышко и все такое прочее. Друзья, на самом деле фаленопсисы можно сажать круглый год. Абсолютно круглый год. Без разницы в какой. Просто в какие-то периоды он будет более активно расти. В какие-то периоды чуть замедленнее будет. Но расти он будет. И вот, пожалуйста, пример. В сентябре в зиму мы пересадили, сейчас только, еще даже весна не настала первого месяца, только зима последнего месяца заканчивается. И при этом, друзья, орхидеи активно растут. Смотрите, какая прелесть. Вот у этого экземпляра, динамика лучше всех. Смотрите, какая красота.
Вот из этих всех 4 орхидей, эта орхидея за зиму, за осень и зиму нарастила вот такую вот красоту. Ну, смотрите, какая прелесть. Это радуга, вторая радуга. Вот, при этом лист еще растила, вот это новый лист вырос за это время. Ну и сверху еще тоже корешки вот у нее здесь колосятся. В общем, друзья мои, результаты и выводы делайте сами от того, что видите на своих экранах. Все орхидеи, все движения, телодвижения с этими орхидеями у нас в плейлистах имеются. Проследить всю динамику, весь процесс можно. Все подробно посмотреть, что да как. 2 плейлиста, еще раз напоминаю, это плейлист орхидеи в темных горшках и плейлист калий для орхидей. Заходите, смотрите и опыляйтесь информацией. Надеюсь, что полезной для вас. Ну, а мы пойдем дальше. Всем, друзья, хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока.